Всем привет! И сегодня я смастерил вот такой вот вентилятор. Так, получается у нас здесь нужно всего лишь две пальчиковые батарейки. Пальчиковые, они называются АА 1,5 вольт в моем случае. Так, чтобы сделать так, ладно. В конце видео я покажу, из каких деталей он сделан и как его сделать. А пока что включим его. Так, сюда вставляем раз батарейку, проверяем, ничего не дымится в моем случае. Но потом включается лампочка. И вот, оп. Вот на это не обращайте внимания. Да я просто из изоленты сделал, из синей, ну и белый. Я хотел вот это вот все по большей мере прикрепить еще одну батарейку. HP Super. Но у меня не получилось. Плюс-минус соблюдал, да. Не получилось ничего. Теперь посмотрим, что работает. У нас здесь есть лампочка, которая говорит о том, что вентилятор работает. Есть сам вентилятор, который дует просто. Я его замотал черным скотчем. Я его вытащил из старого компьютера, вот этой вот коробки. Не из ноутбука, а из самой коробки. С монитором. Я не знаю, как она называется. Так, ну короче, все. На камеру не видно, но там внутри есть проводки. Плюс и минус идущих от вот этого вот блока питательного. И идут от блока питательного проводки к лампочке. Если батарейки вставлены, значит и лампочка горит. И это все тоже. Вот такой звук. О, я звук прибавил. Да, конечно. Сейчас без 10:11. Ресторан работает до 12. Сейчас 10. Отказались кормить 1 столик, 2, 3, 4. Так, что у меня? Сейчас покажу все детали. Да не буду я показывать все детали. А сейчас лучше покажу. Так, сначала отключу его и покажу, из чего он сделан. Блок вам понадобится, чтобы собрать вот такой вот вентилятор. Смотри, кстати, он до 12 вольт. Получается, это у нас одна батарейка 1,5 вольт, то есть полтора, и вторая 1,5, то есть полтора. А вот этот вентилятор выдерживает только до 12 вольт. Получается, вы можете прикрепить этот блок питания на 4, на 6 батареек, но от этого изменится только мощность. Вот этого вот вентилятора, для меня она очень маленькая, потому что она дует вот с такого, вот до такого расстояния, а мне нужно вот такого, даже в кадр не влезает. Вот до такого, даже дальше. Если, конечно, сделаете, да. Можно сделать. Так, блок питания. Плюс-минус соединить, получается, Так, короче, у вентилятора очистить провода, то есть плюс-минус, чтобы осталась только внутренняя часть, не внешняя, проводочки красного и синего. В таком случае у меня красный и черный. У меня есть и поменьше вентилятор, но я до них не додумался. Ну и лампа выдерживает, я не знаю, до скольки, потому что на ней не написано. Может, там написано, но
Может быть, в комментариях напишу. Может быть. Может быть. Может быть. А не да, напишу. Так. Ну, так-то все. Вам понравится только проводочки какие-нибудь еще. Так, что там еще у нас? Вам, может быть, не понадобится вот этот вот паяльник сам. Потому что паяльник это опасно. У меня он есть, даже два. Один от моего дедушки остался, а один мы купили в магазине Fix Price. Блин. Какой-то он хреновый, он загрелся, от него дымило. Инфракрасный термометр, люминометр, прибор ночного видения и самый древний. Блин, у меня вот это вот паяльная паста есть. Припой, вот она. Паяльная паста. Какого с вашей стороны? Вы продолжаете обманывать своих покупателей. Паяльная паста Спарта. Вам не видно, но это на английском написано Спарта. Паяльная паста 15 грамм. Применяется для пайки. Кто не знает, что это там паяльная паста, это вот. Паяльная паста это она, даже не знаю, Городской рынок. это похоже на, не знаю, ничего похоже. Получается, она при высоких температурах просто плавится и превращается в какую-то не паяльную пасту, не твердую, а мягенькую, которую можно из нее лепить всякие. Она по консистенции в комнатной температуре. Почти 1000 лет. С его именем связано в российской истории. Получается, она сама твердая, а на поверхности гладенькая, и можно прямо вот так вот водить без трудностей. Вот когда несешь на палец, она в коробке в баночке коричневая, а когда я ее наношу на палец, она у меня становится никакой, просто блестящий. Кажется, я здесь кусочек взял. Не, вы не подумайте, что вот это вот. У меня припой там какая-то растягивающаяся мягкая, растягивающаяся какая-то пружинка. Она совершенно не пружинит, но свой вес она выдержит. Так-то все. Можете просто, в моем случае, я просто брал два проводка, которые надо припаять. Я их просто брал, такие огромные проводки. И вот так вот скручивал. Получается, смотрите. Нас привели отзывы покупателей. Вот, смотрите. У вас есть, например, вот эти вот два проводка. Их надо припаять. Я их просто беру. Так, в моем случае надо отсоединить это все от батарейки. Вот так. И вот скручиваем. Берем вот так вот на бочок и скручиваем. Оп. Оп. Ну и на пальцы можно и припой нанести, но это никак, наверное, не влияет. И вот все. Вот вам проводок стянутый. Вот черный, то есть минус. Вот красный плюс. И вот на это соединение. Но, конечно, разрывается, но обычные натяжения выдерживают, которые испытывают подопытные в этой канистерке, я ее так называю, проветриваемая канистерка. Так, свое колечко снять. В следующей серии я просто сниму, что у меня в коробке. У меня огромная коробка из-под аквариума. Кстати, я сейчас нахожусь на кухне. У меня телевизор, так что не бойтесь. Рядом со мной не общественное место.
конечно. Я здесь только я, вы мои зрители. То есть планшет, на который я снимаю. И телевизор, который показывает программу «Магазин» на телеканале «Пятница». Это же можно достать? Ну, Ну, металлический прибор. сейчас ровно 7 часов вечера. А вы куда отправились? До свидания. С вами был Алекс 117. Подписывайтесь и ставите лайки.